перед просмотром этого видео хочу попросить вас подписаться на мой Яндекс.Дзен, на мой Инстаграм и на сообщество ВКонтакте. Ссылки на них будут в описании под этим видео. Для меня это очень важно, я очень надеюсь на вашу поддержку. Приятного просмотра. Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на крыльце дома, в котором произошла очень страшная история. Я расспросил местных жителей этого небольшого села, я бы даже сказал деревни. Дело в том, что здесь на окраине стоит домик, в котором я сейчас нахожусь. Люди рассказывают про него очень страшные истории. Здесь жила женщина с мужем и маленьким ребенком. Но что-то случилось такое странное в их семье, что, как говорят, в женщину вселился демон, или по-другому еще можно назвать бес. Однажды ночью она покушалась на жизнь своего ребенка. Но муж это вовремя увидел и остановил ее. Затем они вместе с ребенком покинули этот дом, а женщина осталась здесь одна. Сюда приглашали священников и других людей, которые занимаются экзорцизмом. Но не знаю, принесло это плоды или нет. В итоге женщина прожила здесь какое-то время одна и умерла. С тех пор в этом доме никто больше не жил. И люди, которые проходят мимо этого дома, стараются даже не смотреть в его сторону и обходят его стороной. Сам дом стоит на отшибе этой небольшой деревни. А меня зовут Александр Кошкин. Это проект «Сверхъестественное». И сейчас я захожу внутрь. Вот это, друзья, дверь в сам дом. Странное помещение какое-то. Друзья, честно вам сейчас скажу. Я вот сейчас рассказывал вам историю об этом доме. И мне уже жутко туда заходить. Что ж, заходим. Есть кто дома? Какой-то странный звук. Как будто что-то тикает. Фу, друзья, мне уже реально жутко. Смотрите, какое зеркало. Стоп, это что? Часы что ли тикают? Ну серьезно? Как минимум механизм уже давно должен не работать. Ладно, с этим потом разберемся. Ага, друзья, детская кроватка. Фух, меня аж передергивает. В принципе, ничего, друзья, такого необычного. Стандартный деревенский дом. Судя по всему, кухня была.
спальный зал. Это что-то вроде, походу, какой-то кладовой или что-то подобное. Старый телевизор. Здесь, походу, сразу был переход в сарай. Здесь, наверное, вот скотину держали, потому что тепло от дома. А здесь что-то яма какая-то. Я думаю, что погреб. Жуткое место, друзья. Очень неспокойно я себя здесь чувствую. Так, друзья, не буду ходить вокруг да около. Сейчас я приготовлюсь к проведению экспериментов. Друзья, а часы перестали тикать. То есть, когда я зашел, они тикали, а сейчас перестали. Мне уже не по себе от этого. Так вот, приготовились к экспериментам и уже начнем тогда. Так, друзья, я начертил вот такой вот круг из мела, а внутри него еще сделал круг из соли. Вроде как по поверью, круг из мела защищает от нечистой силы, так же как и круг из соли. Я решил сразу два начертить, на всякий случай для своей безопасности, хотя я особо не уверен в этом, но все же сделал это. Еще добавил несколько свечей, чтобы было посветлее мне. Вот в этой комнате, там у меня установлена еще одна камера. Ну и в принципе все. Сейчас установлю камеру, чтобы она смотрела на меня, и начну эксперимент. Так, друзья, я решил провести здесь эксперимент с диктофоном для начала. Может быть, он нам что-нибудь может сказать, этот бес или демон, который здесь обитает. Или здесь, может, вообще никого больше и нет. Сейчас мы это проверим. Если здесь есть кто-то, ты можешь дать мне знак? Можешь мне что-нибудь сказать? Не знаю, друзья, пока ничего не слышал. Предлагаю попробовать еще раз. Друзья, перестали часы тикать. Они уже переставали тикать. И сейчас опять начали. Опять перестали и опять начали. Так. Если здесь есть кто-то, здесь кто-то обитает, живет, хозяин этого дома, дай мне знак, скажи мне что-нибудь. Давайте прослушаем. Блядь! Блядь.
его остановить-то? Здесь кто-то есть? Если здесь кто-то есть, покажись. Друзья, я, честно говоря, не понимаю, как могли заработать часы. Вот они опять перестали работать. Они то тикают, то не тикают, как будто как живые. Я реально прям испугался. Не знаю, от чего это произошло. То ли часы такие, то ли на них что-то повлияло. Здесь кто-нибудь есть? Очень давит на меня вся эта атмосфера. Давайте немножко пройдемся в другую комнату. Чё за хрень-то, бля? Чё это было? Кто здесь? Что случилось? Что упало? Здесь кто-то есть? Что упало? Не понял. Эта игрушка стояла вон там наверху. Что-то свеча себя как-то ведет странно. Тот, кто здесь обитает, ты даешь мне знак? Если да, дай еще какой-нибудь знак. Надеюсь, вторая камера записала, как упала игрушка. Друзья, здесь явно что-то творится в этом доме. Потому что это неспроста. Просто так ничего не бывает. Погасла свеча. Так, часы стоят.
на 3 ночи или 3 дня. Самое удивительное, друзья, это то, что они совершенно никак не идут. То есть они хоть и тикали, но они все равно не шли. То есть ни секундная, ни минутная стрелка не шла. То есть поставить будильник это просто невозможно. Потому что когда ты ставишь будильник, ты заводишь стрелку, на какое-то время ее ставишь, и после этого должен сработать будильник. А тут получается так, что они каким-то образом сами по себе заиграли. Атмосфера здесь реально жуткая, друзья. Я прям чувствую на себе чье-то присутствие. Свечу колбасит. Друзья, у меня по всему телу бегут мурашки просто. Здесь кто-нибудь есть? Так, друзья. Сейчас я еще достану свой прибор для измерения электромагнитного поля. Посмотрим, может быть, он что-то покажет. Не знаю, друзья, пока ничего не показывает. Сейчас положу его. Пока молчит. Странно. Если здесь есть какая-то сущность, дай мне еще один знак. Друзья, в доме прям наступил жесткий холод. На приборе пока молчок. Что это было? Что это за шум был? Кто здесь?
Здесь кто-то есть? Так, друзья, я пробыл здесь уже еще, наверное, где-то полчаса. Не стал здесь снимать это, потому что решил убрать камеру для того, чтобы не села батарея. Потому что здесь и так холодно, а если еще снимать, то батарея реально быстро садится. Что могу сказать? Часы так и не идут, и стрелка на них не двигается. Не знаю, как сработал будильник, это для меня пока остается неизведанным. Что еще? Пока здесь находился, больше ничего толком не происходило. Было пару каких-то еще шорохов в дальнем коридоре. Вот. Сейчас отправляюсь домой. Могу сказать только одно, что здесь реально что-то есть. Я это чувствую прям собственной шкурой. И разбор вы увидите уже сейчас, в конце этого видео. Ну а я отправляюсь домой. Ну что ж, друзья, давайте приступим к разбору самых странных моментов, происходящих на этой локации. Итак, первый момент. Видео странно. Я не зря обратил внимание на эту свечу, потому что она вела себя очень странно на протяжении всего моего нахождения в этом месте. Дело в том, что в доме не было ни ветра, ни чего-то подобного, что могло так сильно ее колыхать и усиливать пламя. Лично я считаю, что этот демон или бес, или еще какая-то сущность, которая находилась в этом доме, таким способом пыталась мне показать свое присутствие. Но если кто-то из вас, друзья, знает ответ на этот вопрос, можете написать мне в комментариях свое мнение. Я обязательно его прочту. Двигаемся дальше. Второй странный момент. Здесь невооруженным глазом можно было увидеть, что прогал между косяком и дверью стал намного уже, чем он был до этого. Можно увидеть, как я свободно первый раз прошел в эту дверь, даже ее не касаясь. А сейчас второй раз я прохожу туда и уже не могу нормально протиснуться. Дверь сама по себе была очень тяжелой, и чтобы ее открыть, приходилось прикладывать достаточно огромное усилие, потому что дверь просела и сильно задевала пол, что мешало ее открытию. Я долго думал над этим моментом, как такое вообще могло произойти. Потому что даже если бы это двигала какая-то сущность, то это было бы отчетливо слышно. А здесь получается такая ситуация, то что дверь прикрылась сама по себе и при этом не издала никакого скрипа, шума, ничего подобного. Поэтому этот момент, друзья, у меня остается под большим вопросом. И я, честно говоря, не знаю, как его объяснить. Пожалуйста, напишите мне свой ответ на этот вопрос в комментарии. Давайте вместе выясним, что это могло бы быть. Двигаемся дальше. Третий момент. Друзья, на второй камере, хоть и плохо видно, но можно разглядеть, как падает игрушка. Я считаю, что это не что иное, как та самая сущность, которая обитает в этом доме. И именно таким способом эта сущность пыталась подать мне знак о своем присутствии. А еще есть вероятность, что она пыталась меня напугать. Ведь страх дает им силы. Итак, друзья, четвертый и самый жуткий момент. Каким-то удивительным образом на старых часах сработал будильник. Дело в том, чтобы сработал будильник, механизм нужно поставить на определенное время. А минутная стрелка должна сделать хотя бы один оборот до того времени, чтобы сработал будильник. Но на тех часах, друзья, что находились в этом доме, стрелки абсолютно не шли. Соответственно, друзья, объяснить эту ситуацию с физической точки зрения совершенно невозможно. Поэтому я считаю, что сущность, обитавшая в этом доме во время эксперимента с диктофоном,
подала мне знак. Других же выводов, друзья, у меня просто нет. На этом у меня все. Если вам понравилась эта локация, и вы хотите, чтобы я вернулся туда повторно и провел там всю ночь, давайте наберем под этим видео 150 лайков. Ну а меня зовут Александр Кошкин, это проект Сверхъестественное. Всем удачи, всем пока.